Пойдем воевать, что делать? Я нет, я не хочу. Тимись, я все-таки думаю, вверх украинский народ возьмет и осознает, что... Я не думаю, что война когда-то начнется. Детей, внуков не отправлю, а помощь окажу какую-нибудь. Два братских народа, вы что, это нельзя, ни в коем случае. Страшнее войны в этом мире нет ничего. Я сам с Луганской области. Конфликт был 3 дня, 3 суток. Мы их утихомирили спокойно. Нас больше интересует наш диплом. Как вы относитесь к возможной войне между Россией и Украиной? Отношусь отрицательно. Послали бы своих детей и внуков, если вот так случилось бы на войну? Вы знаете, мои внуки, к сожалению, далеко, за границей. Может быть, это к счастью? Может быть, да, к сожалению, в смысле для меня, потому что хотелось бы их чаще видеть, а они в основном за границей. А младший внук мой 10 лет, куда ж там воевать, вы понимаете. А, конечно, никто не хочет рисковать жизнью своих детей, это верно. Ну, в общем-то, войны-то нету пока еще. Вот если будет, как вы к этому отнесетесь и пойдете ли? Я думаю, что не будет войны. Я только смотрела, в общем, как новости. Я не думаю, что война когда-то начнется. Но я хочу, чтобы был мир во всем мире. А что вы говорите? Как вы относитесь к... Плохо, очень отрицательно. А вот сами пойдете на войну, если так случится? Не, я уже старый. Я думаю, не будет войны. Думаете, не будет? Я сам оттуда. А вот сами на войну пойдете, отправите своих детей, близких, если вот так случится? Пойду. Скорее всего, пойду. На чьей стороне? На стороне России. Донбасса, Донбасса, Крыма. Да никак, не будет войны, что вы. Не верите всем новостям? Все это глупости. А если так вот вдруг случится, сами пойдете, отправите детей и внуков? Детей, внуков не отправлю, а помощь окажу какую-нибудь. А какую помощь? Не знаю, может, куплю там продовольствие немножко. Я не политик. Нет, не будет. А почему так думаете? Я не думаю, я знаю. Потому что есть богатые и бедные. Богатым это невыгодно. Как вы относитесь к возможной войне с Украиной? Отрицательно, вы что? Это как можно относиться? Это два братских народа, вы что? Это нельзя, ни в коем случае. Ни в коем случае. Война это страшная вещь. Как будет убивать, допустим, мой там сын от первого брака, то есть мои, так сказать, будут убивать моих детей и внуков. Я не могу это понять. Поэтому ни в коем случае, понимаете, все нужно решать мирным путем, только мирно и договариваться. Из любого положения, есть всегда можно договориться, из любого состояния можно выйти. Спокойно, разговорами, какими-то взаимными уступками, это самое главное. Так что ни за что. Так что все зависит от наших, так сказать, воли наших руководителей. Вообще никак не относимся, не думаем об этом. Никак. К сожалению, нас просто это не особо интересует. Нас больше интересует наш диплом. Вам 18 есть уже? 19. Нет. Если так завтра случится, что будет война, вы пойдете воевать? Мы пойдем диплом защищать. Не, действительно, я просто миролюбивый человек и в принципе не люблю войну. Поэтому я не хочу, честно, не хочу. Никак не будет. Отрицательно. А сами пойдете воевать, если так случится? Конечно. Параллельно. А если, не дай бог, завтра будет война, пойдете? Пойду. Серьезно? Серьезно. Никак. А если завтра война вдруг, не дай бог, пойдете? Вряд ли. Как вы относитесь к возможной войне с Украиной? Очень плохо. Негативно, как в любой войне. А если завтра вдруг так случится, что она начнется, пойдете воевать? Желания никакого нет. Такой немножечко нереальный, потому что есть люди призывного возраста, призывные в силу того, что они не студенты. Мы студенты, например, мы не призывные. То есть не пойдем. Знаете, что ваши дипломы и ваше обучение во время войны перестает действовать? Нет, об этом не думали. В силу того, что мирное время, другие мысли. Не хотели бы? Нет, конечно. Нет, однозначно нет. Никак. Ой, я не знаю, честно. Я далека от политики. Если так завтра случится, что действительно она начнется, пойдете, отправите ли своих детей? Нет, конечно, нет. А что? Как вы относитесь к возможной войне между Россией и Украиной? Не очень хорошо, не хотелось бы.
А если так вот случится вдруг и так произойдет, что она начнется, пойдете на войну? Слушай, тяжелый вопрос, не могу ответить. Не знаю. Я думаю, что нет. Думаете, не будет ее? Я думаю, что нет. А в целом как к войне относитесь? Ну, отрицательно, естественно. Не хотелось бы, чтобы она была. Если вот так случится, что вдруг и война, отправите детей, внуков? Ну, дочка у меня уже как бы скоро 50 лет, внуку 23. Поэтому не знаю. Не могу сказать определенно. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Очень не хотелось бы. Я хочу, чтобы не воевал. Я хочу, чтобы тишина была все. Мир дружно были все. Я вот это хочу. Не могу ничего сказать. Это специально все кто-то развязывает, так что, как и все остальное. Такое мнение. Все. Ой, вообще не знаю, честно скажу. К войне в целом как относитесь? Ну, конечно, не хочется, чтобы она была. Как бы люди должны жить в мире, согласии, как бы. Вот. А если так случится, что она вдруг и будет, вы пойдете на это? Естественно, конечно. Меня так растили. А можно не буду давать комментариев по этому поводу? Пожалуйста. Ну как, отрицательно, конечно. Война никогда до хорошего не доводила. И вообще страшнее войны в этом мире нет ничего. А если все-таки так случится, вы сами пойдете на эту войну? Ну, если нужно будет, конечно. Родину-то защищать все равно нужно. Отрицательно, конечно. Как можно относиться? А сами вот, если так вот случится, пойдете на войну, отправите внуков, детей? Нет. Как вы относитесь к возможной войне между Россией и Украиной? Ее не будет. А если будет, то Россия победит. Я вообще-то Думаю, до этого не дойдет. оптимист. Я все-таки думаю, вверх украинский народ возьмет и осознает, что все-таки это часть русского народа. Нельзя так вести себя. Все. Мы верим, что не должно быть. А если вдруг так случится, что война Вдруг случится, мы все равно победим. Пойдете сами? Братские остальные республики обязательно России придут на помощь. Проблематичный вопрос на самом деле, но я не интересуюсь этим. Думаем, что ее не будет. Надеемся на лучшее. Ну да, я думаю тоже, что ее, скорее всего, не будет. Она, скорее всего, на политическом уровне пройдет. А если вдруг так случится, что завтра будет война, вы сами пойдете на нее? За страну. За страну, получается. При военном положении невозможно. Ваши дипломы и наличие студенческого билета тоже. Придется воевать. Да, пойдем За- воевать. Что делать? Я нет, я не хочу. Я, по крайней мере, с Украиной не хочется. Не будет никакой войны, это тоже все пугалки. Никакой войны не будет. Мы одной крови, мы братья всей, одной крови и одной радости. Почему мы должны воевать? И они не пойдут. Никто не хочет воевать. И это все пугают. Пугают, милая. Крайне негативно. А если вдруг такое случится, что это будет, пойдете сами на войну? Ну, наверное, да. Это нереально. Думаете, не будет? Нет, 100%. Не будет войны. Очень тяжело несу, не могу даже думать. Плохо отношусь. Если она все-таки будет, вы сами пойдете на войну? Нет. Спасибо. Я сам с Луганской области. Воевать не пойдете? Воевать против нет, конечно. Войны не будет. Это, во-первых, мы братские народы. Вот. Я все время каждый год отдыхал в Одессе, но сейчас по известной причинам уже туда не поедешь просто так. Вот. То, что это все делается благодаря, вы знаете, кому это, наши, как говорит наш президент, партнеры заокеанские, United States, у них ничего не получится. Потому что вот у меня знакомые ездили туда, на Украину, все. Говорит, ребят, у нас все нормально, тихо, это все просто идет провокация. Провокация и как бы информационная атака на мозги населения Украины с их со стороны СМИ и то же самое у нас. И все, настраивают людей. А на самом деле, как говорили по-русски, то есть как бы... У меня знакомый ну правда у него очень дорогая машина, Геленваген, московские номера, все, то есть как бы москаль, как называют, да, они нас, еще плюс московские номера. Поехал во Львов, это Западная Украина, где особо, как бы, ну вы знаете, такое отношение к русским. Неделю, говорит, ездил по своим делам, говорит, даже не поцарапали, ничего не побили. Говорит,
хотя российская машина, московские номера, да, казалось бы. То есть, мне кажется, ну, это наговаривают больше. Вот так. А войны не будет, нет. Когда в Грузии, грузино-абхазский конфликт был, так, 3 дня, 3 суток. Мы их утихомирили спокойно. Здесь, может быть, все повторится, но мы просто не имеем права никакого. Нет. Я не верю в эту войну. Считаете, ее не будет? Я считаю, что войны не будет. Я считаю, что России война невыгодна.